Всем добрый день! Сегодня я хочу поделиться одним вариантом изготовления шкатулки из отходов витражного стекла. Дело в том, что если вы занимаетесь витражами, то вы хотите вы того или нет, то есть либо Тиффани, либо классическими, разницы нет, у вас остаются всегда отходы витражного стекла. Вот. Если вот такие осколки можно использовать для каких-то мелких поделок, либо для мозаики, то прозрачные остаются, как правило, не удел. И выбрасывать вроде как жалко. Вот. Поэтому я решил немножко поэкспериментировать. И вот что получилось у меня в итоге. Это вариант использования именно таких осколков прозрачных. Вот такая шкатулка в форме сердца. Техника, как называется, не скажу. Но здесь использован принцип кирпичной кладки. Вариант, конечно, немножко упрощенный. Если есть желание, можно сюда добавить, например, мозаику. Будет выглядеть, конечно, гораздо богаче все это. Но на это нужно, соответственно, время. Если у кого-то вдруг возникнут сомнения по поводу того, что все-таки это осколки стекла, и то, что они можно порезаться как бы об них, то вот просто я покажу наглядно. Я не скажу, что у меня такая грубая кожа на руках. Вот видите, абсолютно, то есть порезаться, на мой взгляд, нереально. Но если вдруг сомнения все-таки остаются, берем наждачку, нулевочку и аккуратненько проходим вот эти края. И все, тогда проблемы точно уже не будет. Так, теперь что касается изготовления. На самом деле здесь все очень просто. Я покажу просто на небольшом фрагменте. Вот, ну, берем, к примеру, вот это вот наш будущее либо шкатулка, либо подсвечник, там что угодно. Вырезаем, естественно, стеклорезом. Далее обтачиваем на шлифовальной машине кристалл. Основание готово. Теперь нарезаем стекло на полоски. Вот чтобы было удобно, я вот сделал такое приспособление небольшое, то есть одна планка закреплена плотно к столу, другая через дистанционные рамки 4 мм приподнята. То есть ставим вот так. Первый убираем, потому что он неровный. Теперь уже пойдут они одинакового размера, более-менее. Так, теперь берем кусачки зигзаг и накусываем. Часть кусаем вот под таким углом. Часть под прямым. Так, теперь берем клей. Кстати, вот на клее я хочу остановиться немножко подробнее. Есть такой клей нижегородской компании Спектр. И называется он также Спектр, ультрафиолетовый клей низкой текучести. Вот, он, конечно, бы идеально подошел. Вот, но стоит он 1200 рублей за 100 грамм. И вот в данном случае, я считаю, не совсем оправданно для шкатулки использовать такой клей. Далее, вот такой клей, если вдруг кто-то захочет использовать, тоже написан, что он для стекла.
Это кристалл Момент. В данном случае он тоже не подходит, потому что он просто-напросто эти осколки не держит. Вот. Остается классический ПВА Момент D3. Вот я его просто перелил в тюбик от перекиси водорода. Ну, это удобно просто дозировать. Вот. Хотя он предназначен для дерева, но в данной ситуации он вполне даже справляется со своими обязанностями. Если вместо хоккейной шайбы не будете использовать шкатулку, то в принципе все будет нормально. Так, наносим клей. И теперь осколки. Но здесь можете либо пинцетом, либо как вам удобно. Это самое. Можно руками, можно пинцетом. Так, ну я как-то руками уж больше привык все-таки. То есть вот так. Примерно в такой технологии выкладываем. Но здесь я, конечно, немножко переборщил с клеем. Вот на самом деле надо чуть поменьше его все-таки брать. И чередуем осколки. Вот чем еще удобен этот клей, что у него засыхание такой достаточно продолжительный период занимает времени. Поэтому вполне можно что-то подкорректировать, что-то передвинуть. То есть, ну, примерно вот так выкладываем. Первый ряд, затем второй ряд. Но здесь важно соблюдать одно условие. У нас стекло бывает либо 3, либо 4 мм чаще всего. Если вы начали ряд из стекла 3 мм, то, соответственно, и продолжаете 3 мм до конца. Если уж четверка пошла, значит четверка. Ну и перевязку, естественно, не забывайте делать. Это очень важно, чтобы конструкция была жесткая. Если первый ряд положили так, то второй ряд уже кладете вот так поверх. В чем еще плюс ПВА, да, что, во-первых, он белого цвета, сразу видно, где клей есть, где его нет. После высыхания он станет прозрачным. То есть вот здесь видно, да, наглядно, что здесь никакого даже намека на белый цвет уже нет. То есть все достаточно прозрачно. Так, ну и не забудьте, после кладки, после того, как вся кладка у вас сделана, шкатулка, положить ее в теплое место. Желательно на пару дней, там 2-3 дня вообще про нее забыть, чтобы она спокойно высохла и набрала прочность. И что касается фиксации крышки. Вот видите, крышка держится достаточно прочно, хотя сделаны фиксаторы только в двух местах ограничения по движению вверх и по движению по сторонам. Вот. Видите, то есть крышка нормально держится, она не падает. Снимаем. Все, удачи!